Привет, друзья! С вами Михаил Снитко, и тема этого видео – колл-трекинг. Что такое колл-трекинг? Колл-трекинг – это метод учета конверсий. Что колл-трекинг позволяет сделать? Он позволяет связать количество входящих звонков с эффективностью рекламных каналов. В чем заключается принцип работы колл-трекинга? Суть колл-трекинга заключается в том, что за каждым рекламным каналом, либо за каждым посетителем сайта закрепляется телефонный номер, вследствие чего появляется возможность связать звонок с рекламным источником. Вообще, во всей своей массе методы отслеживания звонков подразделяются на две категории. Что это за категории? Это статический и динамический колл-трекинг. Как работает статический колл-трекинг? Когда за конкретным телефонным номером закрепляется определенный рекламный источник. Как работает динамический колл-трекинг? Телефонный номер закрепляется за каждой сессией на сайте. Этот номер не может быть отдан никому, пока посетитель находится на сайте, плюс еще некоторое время после прекращения сессии. Также статический колл-трекинг часто применяется в различных миксах динамической подмены. Как это делается? Допустим, мы решили не докупать телефонные номера для посетителей с Фейсбука. В таком случае, настроив ограничение по UTM-метке, трафик с Фейсбука будет подхватываться статическим колл-трекингом. Когда ограничение динамической подмены целесообразно? Когда перед маркетологом стоит задача оценить, какие источники трафика отрабатывают. Например, когда мы заходим в новую нишу, и нам важно понять, а есть ли с рекламного канала звонки. Но ограничение динамической подмены чревато последствиями. В чем заключается проблема? Если посетитель вернется к нам с ремаркетинга или через SEO, то за ним не будет закреплен телефонный номер. И как следствие мы не увидим всю историю касаний. В чем ограничение статического колл-трекинга? Дело в том, что статический колл-трекинг не позволяет учитывать мультиканальную атрибуцию. Зачем мультиканальная атрибуция нужна? Чтобы видеть промежуточные рекламные каналы, которые в прогреве клиента участвуют. Что такое мультиканальная атрибуция? Дело в том, что в любом бизнесе существует отложенный спрос, когда посетитель возвращается на сайт несколько раз. Поэтому хорошему маркетологу крайне важно знать не только рекламный источник, с которого произошел звонок, но и все промежуточные рекламные каналы. Сам по себе колл-трекинг – это лишь инструмент отслеживания звонков. Но поскольку клиенты обращаются к сайту несколько раз, и не только через телефонию, колл-трекинги начали эволюционировать в сторону систем сквозных аналитик. Что такое сквозная аналитика? Это оценка рекламных кампаний не по стоимости обращения, а по стоимости продажи. Также сквозная аналитика отвечает на вопрос, сколько конкретно та или иная рекламная кампания приносит денег. Поэтому, если использовать колл-трекинг без динамической подмены, то вся суть мультиканальной атрибуции, как основного метода сквозной аналитики, теряется. Как следствие, мы не сможем корректно оценить эффективность рекламы, поскольку затраты на привлечение клиентов не будут привязаны к источнику. Получив искаженные данные, мы рискуем принять неверные решения по отключению рекламной кампании или целого рекламного канала. Что необходимо для того, чтобы номера начали подменяться? Для этого на сайте необходимо установить счетчик колл-трекинга и в коде сайта к HTML-элементу телефонных номеров приписать нужный класс. Вообще в колл-трекинге существует огромное количество подводных камней. Казалось бы, что вопрос подмены номеров и связывания сессий яйца выеденного не стоит. Но если копнуть глубже, выявляется огромное количество нюансов, которые влияют на точность критически. Какие у колл-трекинга существуют проблемы? Первая – это проблема счетчиков. О чем идет речь? Счетчик не должен бояться отблок систем, корректно работать во всех браузерах и подхватывать заявки со всех форм, потому что не всегда JavaScript-счетчики трекают все формы и часто приходится прикручивать PHP-обработчик. Второе – колл-трекинг должен быть многоканальным. Что значит многоканальным? Если по подменному номеру кто-то разговаривает и на этот же номер совершает звонок другой клиент, то оба звонка должны пройти, и колл-трекинг не должен сойти с ума. В чем заключается проблема? Дело в том, что все колл-трекинги на сегодняшний день используют стопроцентную вероятность звонка только от одного клиента. О чем идет речь? Дело в том, что вся история с колл-трекингом делится на две части, когда клиент находится в онлайне и в офлайне. Поэтому использовать вероятность того, что звонок произойдет на 100%, нельзя. Почему? Потому что на номер может позвонить другой клиент. Поэтому если в рамках фристайма на номер поступает 2 звонка, задача сделать так, чтобы второй звонок как минимум не отбивался. Третье – это прокидывать АОН. О чем идет речь? Если у нас идет переадресация на мобильный, то должен высвечиваться номер клиента, а не тот номер, который у нас находится в пуле номеров. Четвертое – это долгий дозвон.
В чем заключается проблема? Дело в том, что у многих колл-трекингов нет прямых узлов. Даже будучи оператором связи, многие колл-трекинги при приземлении звонка часто хорошего выхода не предоставляют. Проблема усугубляется еще и тем, как звонок заруливается. Даже имея прямые стыки, все равно будет задержка. Почему? Потому что мало кто работает по SIP, так как большинство операторов, даже между серверами, используют соединения по MIDI. Как эту проблему можно решить? Можно сделать обманку и к звонку прикрутить виртуальные гудки. О чем идет речь? Это когда гудки прикручиваются к трубке у клиента еще до того, как пойдут реальные гудки от оператора. Пятая проблема – это когда подменные номера не прозваниваются. В чем тут проблема? Если номер сломался, то клиенты не могут дозвониться. Это история, когда мы деньги на рекламу палим, а телефоны предательски молчат. Проблема в том, что такой звонок даже не будет пропущенным, так как колл-трекинг не узнает, что звонок вообще был. В колл-трекинге постоянно что-то отваливается. Например, копали дорогу и перебили кабель, либо у оператора произошел на узле какой-то сбой. Поэтому необходима защита от дурака. Какая защита? Алгоритм, который будет доступность номеров проверять. Что делает прозвонщик? Если в ходе проверки звонок не проходит, то данный номер из подмены исключается. Вообще на заре развития колл-трекинга все скрипты работали по обновлению страницы, а номера закреплялись на фиксированное время. И часто происходила ситуация, когда клиент совершал звонок, а время закрепления номера уже истекало, и колл-трекинг показывал ошибочные данные. В колл-трекинге решали эту проблему путем проверки источника последней сессии. То есть, если сессия закончилась, а номер никому не был отдан, то источник брался с последней сессии. Таким образом, колл-трекинги пытались свои алгоритмы усовершенствовать, хотя это жуткий костыль, который погрешность только усугублял. В чем заключается проблема? На текущий день многие колл-трекинги делают расчет количества подменных номеров по пикам посетителей в сутки. Проблема заключается в том, что данный подход в корне неправильный. Почему? Потому что пики бывают разные. Как обычно работает колл-трекинг? Человек приходит на сайт, и за ним закрепляется номер. Но номера на месяц закрепляться не могут. И тут у некоторых поставщиков колл-трекинга возникает повод для вранья. На сегодняшний день практически ни один из поставщиков колл-трекинга не производит расчет необходимого количества подменных номеров по синтетическому времени пула номеров. Что такое синтетика? Это общее время посетителей на сайте плюс время закрепления номеров. Что синтетика показывает? Она показывает, сколько в совокупности потребуется минут за каждый из часов, чтобы подменных номеров хватило всем. Многие думают, что колл-трекинг у всех одинаковый, но на самом деле технология не такая простая, и добиться хорошего качества точности очень сложно. На рынке существует несколько отраслевых стандартов того, как должен работать правильный колл-трекинг. Какие алгоритмы бывают? Первый алгоритм – это гибридные сессии. Что такое гибридные сессии? Это интеллектуальная система закрепления телефонных номеров. Что гибридные сессии позволяют сделать? Гибридные сессии позволяют снижать нагрузку на пул номеров и увеличивать точность. За счет чего это возможно? За счет гибкого подхода к фристайму. Что такое фристайм? Это время, на которое закрепляется телефонный номер после того, как сессия завершилась. Что делает гибридная сессия? Алгоритм учитывает активность посетителей и таким образом закрепляет номера на правильное время. Следующая проблема – это борьба с мусорным трафиком. О чем идет речь? Дело в том, что до 20% посетителей большинства сайтов сидят на них 0 секунд. Еще до 10% посетителей уходят в течение первых 10 секунд. Поэтому закреплять номера на несколько минут за такими посетителями – это абсурд. Поэтому правильный алгоритм первые 10 секунд номера не закрепляет, что позволяет вычеркнуть львиную долю мусорного трафика. Также гибридные сессии не закрепляют номера за ботами. Если бот не может обработать скрипт, то номер не закрепляется. Следующий шаг – это промежуточное закрепление номеров. Как это происходит? Посетители, которые сидят на сайте от 10 до 30 секунд, получают закрепление номера на минуту. Почему? Потому что по статистике в следующие 20 секунд еще до 20% посетителей отваливаются. Следующий шаг – это все, кто сидят на сайте от 30 до 60 секунд, получают время закрепления на 3 минуты. Те, кто сидят от 60 до 90 секунд, получают фристайм 5 минут. И все, кто сидят больше 90 минут,
получают максимальный фристайм. У некоторых колл-трекингов существует уловка, которая математической моделью не подкреплена. О чем идет речь? Это когда фристайм закончился, но если в момент звонка номер другому посетителю не отдан, то фактически мы получаем некий виртуальный фристайм. С одной стороны, это такое хитрое решение, но с другой стороны, на номер всегда может позвонить другой клиент. Поэтому такой лайфхак тоже попахивает сумрачинкой. Если смотреть на колл-трекинг в целом, то проблема заключается в том, что наше логическое мышление часто подводит. Но если следовать математическому подходу, то математические формулы вообще не интуитивны. Это такие модели, которые говорят, что если кто-то в чем-то уверен на 0%, то математическая модель не работоспособна. То есть никогда нельзя быть уверенным в вероятности на 100%. Поэтому сам подход фристайма на сегодняшний день является морально устаревшим. В чем заключается проблема? Дело в том, что в разных бизнесах совершение звонков происходит в разное время. Особенно проблема усиливается, когда суточный трафик превышает несколько тысяч, когда пул состоит, например, из 300 номеров, и любое увеличение фристайма, даже на 30 секунд, требует шаг в 30 номеров. Поэтому, чтобы эту проблему победить, существует иной подход к колл-трекингу. Что это за подход? Это модели, основанные на машинном обучении, когда система смотрит, как посетители себя ведут, и запоминает, в какой момент времени они совершают звонки. В зависимости от поведенческих факторов, система выявляет паттерны поведения посетителей, и на основе этих паттернов нейросеть определяет, на какое количество минут за посетителями телефонные номера необходимо закрепить, чтобы мы их матчили. Это то, что в будущем раз и навсегда решит проблему колл-трекингов и станет новым отраслевым стандартом. Сам по себе термин фристайм – это узкое место колл-трекингов, поэтому фристайм должен быть абсолютно динамическим. Следующий алгоритм – это склеивание сессий. В чем заключается проблематика? Дело в том, что системы, которые базируются на Яндекс.Метрике и Google Аналитике, создают для интернет-маркетинга погрешность, которая смертельна. В чем заключается проблема? Как правило, система веб-аналитики использует дефолтную продолжительность сессии в 30 минут. Поэтому если посетитель отлучится на пару часиков попить рюмочку кофе, то по возвращению он уже будет посетителем с новой сессией. И когда человек совершит звонок, колл-трекинг подхватит источник type-in, то есть прямой переход. Либо будут те же яйца, только в профиль, когда система аналитики зафиксирует в источниках internal, то есть внутренний переход. В чем заключается задача склеивания сессий? Если клиент пришел на сайт и ушел на обед, то после его возвращения система должна определить, что источником является не внутренний переход. Почему это важно? Потому что внутренний переход рекламным источником не является. Суть заключается в том, что если мы видим, что источником является внутренний переход, то, скорее всего, была предварительная сессия, которая этот переход сгенерила. Притом, если она была в рамках 120 минут, то эти сессии должны быть склеены. Исходя из этой проблематики, в продвинутых колл-трекингах появился симпатичный алгоритм – это продление сессии по движению мышки. В чем заключается его принцип? Принцип заключается в том, что сколько посетитель будет двигать мышкой, столько времени за ним и будет закрепляться номер. Это единственно правильный путь, который позволяет закрепить номер и продлить сессию. Даже в том случае, когда клиент вернулся на сайт, например, через 2 часа. Если посетитель отвлекся на звонок или обед, и его номер уже высвободился, то как только он начнет шевелить мышкой, скрипт автоматически обновится, и сессия будет продлена. Также в колл-трекинге крайне важен алгоритм защиты от повторных звонков. Что значит повторный звонок? Это звонок от клиента, который уже в компанию звонил. В этом случае алгоритм проверяет по куки сессию клиента и подтягивает в аналитику необходимые данные. В чем заключается проблема? Проблема заключается в том, что многие колл-трекинги повторные звонки просто не подтягивают. А некоторые подтягивают, но не проверяют, был раньше звонок или нет. То есть не показать данные неправильно и показать чужие данные тоже неправильно. Следующее узкое место, о котором мало кто из поставщиков колл-трекинга говорит, это захламление пула номеров. В чем заключается проблема? Дело в том, что чем дольше используется пул номеров, тем больше он захламляется. Как это захламление происходит? Когда посетители сайта записывают подменные номера в свою телефонную книгу и совершают звонки через какое-то время. Как проблему захламления пула номеров можно минимизировать? Необходимо, чтобы номера показывались рандомно. Для чего нужен рандом?
Рандом снижает вероятность того, когда клиент, совершая звонок, будет склеен с сессией, которая закреплена за другим посетителем. Итак, если мы знаем, что у нас звонок идет с номера, по которому уже была сессия, то у нас существует три варианта. Первый, если сессия соответствует куки, то мы берем данные из сессии и кладем их в историю клиента. Второй вариант, когда клиент звонит, но сессия предыдущим кукам не соответствует. В этом случае мы данные не берем. Третий вариант, когда звонит действующий клиент. В этом случае происходит склейка. Но сделать эту склейку возможно только в связке с CRM-системой. Следующая проблема колл-трекингов – это борьба с дублями. Если звонит клиент и по нему в CRM уже открыта сделка, то по дефолту этот повторный звонок является не лидом, а просто обращением, то есть событием под названием «звонок». Но если у нас появляется новый лид, то с этим лидом необходимо провести процедуру верификации. Для чего необходима верификация? Дело в том, что не все лиды являются целевыми, поэтому необходимо отшелушивание. Для этих целей в CRM закладывается специальный этап верификации сделок. Для чего этот этап необходим? Это системный этап, который связывает колл-трекинг и сквозную аналитику с CRM-системой. В правильных CRM-системах этап неразобранная, по сути, является этапом верификации. Поэтому, когда в CRM лид отправляется в отказ с этого этапа, то в сквозной аналитике этот лид сделкой являться не будет. Этот лид отправляется в другой отчет по отказникам. Для чего это необходимо? Для того, чтобы анализировать обращения не только по успешным сделкам, но и по отказам. Об этой проблематике часто разработчики колл-трекинга вообще не задумываются, хотя любят бросать пыль в глаза, раздувать щеки и заявлять, что они являются системой сквозной аналитики. Еще полезен метод дисквалификации лидов. Что значит дисквалификация? Это такая защита дурака, когда неважно, где находится лид и кто его куда засунул. Если лид затесался не на своем месте, то в CRM можно сделать специализированный этап дисквалифицированных лидов, когда при попадании на этот этап из сквозной аналитики удаляются и лиды, и сделки. Также современные колл-трекинги постоянно расширяют свой инструментарий, и одним из элементов тюнинга колл-трекингов является технология распознавания речи. Что это за технология? Это система автоматического тегирования звонков. Как эта технология работает? Система преобразовывает аудиозапись звонка в текст, после чего нейросеть анализирует содержание разговора и тегирует звонки по типу обращения, полу клиента, грубости разговора и так далее. Что система тегирования позволяет сделать? Она позволяет отследить динамику обращений. Для чего важна динамика? Динамика целевых звонков отражает реальную эффективность рекламных кампаний. Это то, что позволяет рекламные кампании оптимизировать. Еще одной из насущных проблем является нехватка подменных номеров. Но решение этой проблемы зачастую кроется абсолютно в другой плоскости. Нехватка номеров часто связана с тем, что номера закрепляются за собственными сотрудниками. Для решения этой проблемы существуют ажурные решения. Какое? Это подключение так называемых киллер-сессий. Что значит киллер-сессии? Это когда сотрудники вычеркиваются из подмен по куки, либо по IP, что позволяет пул номеров экономить. Также must-have любого колл-трекинга – это callback с лидгена Фейсбука, ВКонтакте и MyTarget, когда обратный звонок подхватывает заявки с лид-форм, автоматически соединяя клиентов и менеджеров, чтобы не упустить ни один лид. На этой оптимистической ноте предлагаю данное видео закруглять. Вообще колл-трекинг постоянно создает какие-то проблемы. Конечно, можно эти проблемы решать, но если так складывается, что проблема становится неразрешимой, то, может быть, не стоит делать из этого проблему. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, нажимайте колокол, чтобы не пропустить следующий выпуск. Высказывайте свою точку зрения в комментариях, ставьте лайки и увидимся в следующих видео. Пока!